Привет, друзья! Сегодня мы наконец-то приступаем к штукатурке, к восполнению утрат, крупных утрат, заполнению трещин штукатурной смесью. Мы будем использовать штукатурку Volma слой. Что мы будем ею делать и чего делать не будем? Мы будем восполнять только крупное. И не будем выравнивать плоскости. Именно плоскость самого потолка. Выравнивать не будем. Потому что выравнивать мы будем шпаклевками. Почему именно так? Об этом есть отдельный ролик. Последовательность, которую мы будем применять на этих потолках. Кто не видел, ознакомьтесь. Вот так выглядит мешок. Volma слой. Написано, что это штукатурка гипсовая, особо пластичная. Она, по сравнению со штукатуркой Rotband, она немного мягче. После высыхания имеется в виду. Как там ты говорила? Чтоб я еще раз, хоть раз в жизни. Ужас, ужасный ужас. Там тяжело. У меня там пупок не видно? Не видно. Развязался, нет? О! Штукатурные развлечения. Печные излишества. Надпечные излишества. Самый красивый, ну, на мой взгляд, это самая красивая пора, самый красивый этап, самый эстетичный. Мне такое очень нравится. Полкомнаты мы сделали, Сашу отправили в ванную, поскольку там козлик, ейный козлик там. Я буду угол делать, Алексей здесь занимается. Вот так как-то красивенько, очень красиво. И старались не сводить, то есть не выравнивать штукатуркой. Штукатуркой не выравнивали плоскость, а прошлись по существующей. Зацепились там и зацепились здесь. Провильцем выровняли, как есть. Пока так. Так, удалось нам за день сделать вот эту комнатку. Хорошо бы посмотреть, да, сейчас пока видно, что там вообще сделано. Вот так теперь это выглядит. О, я таки сделал этот угол. Вот такой вот. Страшненький. Потом шпаклевочкой еще поработаем с ним. И Саша еще сделала ванную. Потолочек в ванной комнате. Так как у нее тут козлик, а я говорил про козлик, мы снимаем вот эти вот перемычки. И вот сюда перекручиваем и аккуратненько выносим. Вот так вот. Вот, вот. Потолок, углы. Вполне классно сделала вообще. Вот трубу обделала. Труба, белая штука сверху. Это от бумажных полотенец. То есть мы не штукатурим напрямую в трубу. Потом вот эту картонку, ну как бы там тубус картонный. Потом его можно изъять, выкрутить, либо вырезать оттуда. И уже чем-то заделать. Ну, как бы получится такая щель. А трубу нельзя. Ну, как бы саму трубу нельзя как бы плотно сжимать штукатуркой. Это неправильно. Такая временная гильза, скажем так. Ну вот. Вот такой вид. Ну, красиво. Самое красивое. Сейчас самая красивая пора. Самое красивое такое. Вот. Так, продолжаем занятие. Кое-что происходит. И есть у нас несколько мест, парочка, сложных, реально сложных. Вот это одно из них. Почему оно сложное? Сейчас я попробую прорваться тут везде. А вот почему. Потому что у нас зацеп, вот, сантиметр. То есть это поле, чтобы вывести нам вот туда. Вот оно. Чтобы вывести это поле, у нас есть всего-навсего со стороны как бы потолка зацеп 1 сантиметр. Вот он. Вот сейчас будем мучиться тут. Ну или не будем. Будем? Не будем. Как пойдет. Не будем. Ну это сложное место. Я считаю, довольно сложно. Вдвоем надо будет делать провилом. Говорю, давай вдвоем. Нет, я сама. Я все сама. Втроем давай. Говорит, я сама, говорит, буду все делать. Вот так.
на скаку останавливает эту тягу. Баню. Потную баню. Да. А, да, точно. Горячую избу испекло сама. Ну-ну. Неплохо, неплохо. Почти готово. Чуть-чуть осталось. Дерзкий наброс. Ты очень дерзкая. Что ты там говорила? Хьюстон, у нас проблемы, да? Короче, у нас это самый угол. Вот тут это не одно такое место. Вот что, видно? То есть вот эта часть, она опущена, и мы будем действовать по ней. То есть мы выведем по ней угол. Оставлять такой излом, в этом месте видится ненужным. Вот так. Вот. Саша фактически сделала здесь угол. Нормально вроде. Но вот это место проблемное. Вот какое-то такое, что так как-то получается. Посмотрим, попробуем как-то свести сейчас. Вот эту вот неровность. И вот что получилось в итоге. Вот так без света на контрасте. Полочка увеличилась, потом как-то подшкурим, сведем. Наверное. Но как-то надо что-то сделать. Вот это место, оно чуть-чуть подвялилось, как бы уже. Оно не высохло, конечно, но прошло несколько дней, но оно уже подвялилось. Вот да, тут не было ничего, стало это вот таким. И пойдем сейчас еще одно место, такое есть сложное. Это было очень сложное, Саша в одиночку сделала. Вот мне вот это место кажется сложным. Ну как кажется, креститься надо, да, когда кажется. Короче, вот здесь есть полка. Видите, вот тут полочка. Полка есть там, вот она где. Вот она. Там дальше ее нет. Она оборвана потому, что вот эта плоскость потолка, она просела. За все время она очень сильно просела. Здесь порядка 3 метров. 3-метрового провила у меня нет. Ну и если бы и было, то все равно здесь существует прогиб. И поэтому нам надо решить задачу, как эту полочку равномерно сделать по всей вот этой вот пузе. По этой пузе. И вот когда у нас будет красивая, плавная, грациозная полочка, потом карниз сам изогнуть как бы вверх, изогнуть на нее, то есть чуть-чуть выкривить карнизик, чтобы у нас получилось хоть что-то, но не вот это же. Вот как, так оно сейчас. Ну что, у меня такое решение, 3-метрового у меня ничего нету, да, тут большой прогиб, и я буду использовать временный маяк из 2 кусочков арголита. Вот это справа. Это заводской край, равной. Вот это и вот это. Это заводской край, то есть он ровный. Я уже попробовал, померил. Если я вот 2 листа, я прикладываю к существующей полочке, там разница, наверное, в 1/3 миллиметра. Чуть-чуть меньше. Собственно, это то, что нужно. Что-то еще больше выдумывать я не вижу смысла. Мы еще будем работать правилом, где-то там нарастет туда-сюда шпателем, и будет 1 в 1, будет идеально. В общем, сейчас я этих 2 листика, 2, не 1, их 2, я закреплю вот там по центру. У нас тут пузо, все-таки есть прогиб, и он такой. Мы посмотрели ниткой, он есть. То есть нитка касается. Ну вот отбивка, видно вам, да? Вот отбивочка проходит. То есть я по отбивке выставлю. А правилом 1,5-метровым будем отсюда цеплять на арголит и оттуда будем цеплять на арголит по центру. Ну вот так зафиксировал по линии. Мне от этой ширины, собственно, арголитика, мне надо всего-то ничего, 1,5 сантиметра где-то должна быть эта полка, чтобы дальше можно было начать ее искривлять. Я думаю, это понятно. То есть не будем мы делать. Хотя, в принципе, можно и подальше залезть, там же получится вот как бы прирастает масса. Но тем не менее, сейчас покажу, что получилось. В общем, я там
Поставил на полку, здесь поставил вот так. Вот так. О. Это слева так. И справа вот так. То есть полочка будет чуть меньше, но там можно будет добрать шпателем потом. Вот здесь. Там вообще миллиметра 3, наверное. Еще раз ломать. Что-то неохота еще раз ломать. Плавно сделаем. Просто можно было в 3 местах сломать. Вот здесь. И вот здесь, например, где-то. Поближе. И по метру делать. Но это было бы вообще нам бровеглазно, как мне кажется. Лучше аккуратненько потом шпателем добрать толщину. Вот до такой толщины полочки. Будет нормально. Вот так промежуточно выглядит. То есть первый раз мы прошли, дали форму, дали ей направление. К этому маячку не подходим. А здесь накинули и будем также правилом стягивать, чтобы получилось как здесь. Чуть-чуть подстало, вот так получилось справа. Здесь полочка маленькая, очень маленькая. Но если бы делали с 3 частей, из 3 частей одна часть, вот здесь была бы, да? Вторая была бы, вот, ну, как бы, был бы маячок вот здесь, мы бы получили вот такое вот американские горки. Здесь аккуратно сведу руками, чуть-чуть аккуратно прогибчик сделаю рукой в этой области. А здесь хорошая толщина, здесь получится. Сейчас вытащу, и пока штукатурка еще чуть-чуть пластичная, заделаю вот это вот место, где был маяк. Вот так получилось. Вот такое вот. Это уже день прошел. Тут прогибчик такой, да, получился. Ну, получилось. Тут придется чуть сошкурить, наверное, где-то еще добрать. Ну, потом шпаклевками посмотрим. У меня получилось так, но я лучше мог сделать, наверное. Скорее всего, мог бы еще как-то поиграться. Но уже не было времени, я уходил, довольно поздно было уже. В принципе, хорошо. Если вспомнить, как здесь было, а здесь ничего не было, то стало вот так как-то. Вот так. И еще хочу одно место показать. Я думал, место 2, их 3. Ну, я думаю, что одно из них довольно сложное таки. Достойно рассмотрения. Вот это место. Еще одно такое, ну, как бы, довольно, я считаю, довольно сложное. Тут у меня один слой есть, я сейчас еще перекрою на плоскости. Здесь же поштукатурено, здесь нормально. Ну, там еще остается. Над этой стеночкой. Вот, возвращаюсь. Здесь нет валика абсолютно, видите, вот идет валик. Он обрывается, и там труба. Я проверил, валик проходит мимо трубы. Нормально. Ну, я постараюсь его сделать. Я думаю, пару часов у меня это место займет. То есть, вот этот блок, как бы, где валик добрать надо, падугу развернуть. И вот угла вообще нет здесь. Как-то надо будет мучиться, как-то его придумывать, этот угол. Ну, я надеюсь, мне удастся это сделать. Вот. С трубой, что связано. Вот, это обрезочек от бумажных полотенец. Я разрежу, как-то отрежу кусок, наверное, разрежу вдоль, оберну вот там трубу и скотчем зафиксирую. После того, как штукатурка высохнет, его можно будет это изъять, выкинуть там, ну и заделать чем-то там, герметиком, не герметиком, так как чем-то можно заделать. Временная гильза. Вот, это временная гильза. Нельзя трубу сжимать. И насчет обработки вот этого участка я спешу, довольно-таки спешу, поскольку там уже вечереет за окном, и я не смогу какие-то нюансы показывать. У нас есть ролики, где подробно там можно увидеть, как чего делается. Если что, ссылка у вас где-то вот здесь в углу будет, скорее вот в этом углу. Это все делается просто, элементарно, особенно на видео, особенно чужими руками, да? Намазал, поработал правилом, снял, подождал, намазал, снял. И так, просто, как обычно, это все очень просто. Ладно, я покажу в каких-то стадиях, то есть, как намазал, как снял и так далее. Ну, постараюсь как-то вот поэтапно показать этот момент. Так, допустил чуть ошибку, мало раствора. Не удалось мне полностью тут добрать он. Ну, как есть, уже как есть. Ну, новый нельзя сюда, раствор. Надо этот снять. Сейчас поснимать, везде поубирать. Я буду убирать правильцем. Вон правильце у меня стоит. Буду убирать шпателем. Сколько смогу, уберу, подровняю. И уже новым раствором буду еще раз накидывать. Ну, раза за 3-4, наверное, что-то и получится. Вот так поигрался знатное. Даже тем небольшим количеством раствора удалось вот здесь обработать как-то нормально.
И вот здесь, ну, посмотрим, ровно. Или завернул. Чуть-чуть завернул, да? Чуть-чуть как бы ушел в сторону. А ну-ка. А тут тоже так же. Ну, плюс-минус, там можно подрезать уже. Но я вижу, где. Чуть пузика получилось вот на валике. Надо будет срезать. Но уже поздно, поскольку пластичность полностью фактически потеряна. И следующим проходом, вот надо будет уже, что-то видно, подвяливается там драночка. Надо будет закрыть всю плоскость. И еще сюда докинуть, и еще поработать. И тут еще момент, чем я туда подлезал за трубу, да. Там 6 сантиметров где-то получается, вот в угол. У меня есть цикля, обычная цикля, моя любимая козырная цикля. Но она здесь малость бесполезна. Вот это место, вот здесь полку я подрезал своими вот этими вот такими провилечками, провильцами самодельными. Оно как раз туда, это провильце, заходит прекрасно за трубу. Вот. И вот что. Ха, супер линеечка. Она кое-кому передает привет. Эта линеечка. Мы с товарищем такими линеечками когда-то поставили коттедж. Просто лепнины, там больше 1500 квадратов было. С помощью линеечек. Это линейка. Собственно, на ней есть деление, если ее почистить. Это шпатель и это цикля. Очень удобный инструмент. Супер инструмент, и можно как-то подлезать, вот промазывать угол отсюда, оттуда, вот как-то по-разному. И там же есть вот это вот углубление, да? Вот оно. Тоже удобно ею шуршать там, работать. Полезный инструмент. Очень полезный. Всякому человеку. Вот в этом свете мигающем. Я со светом работаю, просто он мигает, и не снимаю по нему. Ну, вроде не сильно сейчас мигает. Короче, я решил развернуть его. Видите, вот идет как бы низ полка, а он, валик, кого его, валик, а валик, как по мне, уходит чуть в бок, вот так, угла у меня там не было, то есть он когда-то был, но он отвалился, уголок родной, и я решил развернуть, видите, вот там я дал метку линии, как бы вторая линия, первая слева, вот я решил настолько провернуть, то есть я сейчас срежу правую часть этого валика, а туда потом доберу. Ну, вот такой ход. Мне кажется, так будет более, ну, лучше будет так. Ну, придется переделать. Ну, вроде я сделал, как оно было, родное. Я помню тот кусочек в руках, у меня был там 5 миллиметриков и уголочек, и он отвалился. И вроде как так и сделал, а мне не нравится. Короче, он как бы такой развернутый сильно. Ну, вроде бы. А уже начало мигать. Так, буду в темноте показывать, свет мигает, ну, попробовал никак. Короче, тут поднакинул, ну, жидковато, надо будет потом чуть шпателем еще подровнять. Вот. И тут подрезал. Вот так. Теперь это как веретено какое-то. Вот этот вот валик, но он теперь лучше, чем был. Как бы вот параллельность существует. И дальше я буду работать шпателем. То есть я буду наносить и выводить уже именно шпателем. Длинным, коротким, любыми шпателями буду выводить именно сами валики. Делать их нормальные. Чтобы они были кругленькие и красивые. Вот. Сейчас они рваные. Сейчас как бы отсюда вот покажу, как они выглядят. То есть, ну, естественно, они такой рваный вид имеют. Вот. Вот так. Я поработаю над ними и потом покажу, что получится. Другой фонарь, он вроде не мигает. Вот за этот раз вот так получилось сделать. И надо еще один проход. Но уже на улице стемнело реально, там уже 9:30, наверное. Надо еще разок пройти. Кое-где, кое-что подправить. Вот. Чуть-чуть еще валики подправлю. Что не успею, ну потом в следующий раз уже шпаклевкой, наждачкой, шпаклевкой и так далее. Надо сейчас по максимуму набрать. По-моему, уже получше стало. По-моему, более ровно уже. Я на сантиметр фактически сместил. Провернул его вот так. Ну, миллиметров 8, наверное. Сантиметров. Не знаю точно. Вот так теперь. Вот, на улице уже там темнеет. И вот до такого состояния мне удалось завести. Я свет так нормально поставил, чтобы видно было. Ну, вот так получилось. Ну, часа 3 я тут. Минимум 3 часа. Уже начало 11, где-то в 7 начал. Я так и думал, что где-то так оно и займет. Можно было бы еще лучше, еще больше поработать, но уже поздно, реально поздно, пора домой.
Вот. И вот труба, вот эта труба, это просто, это реально труба. Если сейчас это было боль и страдание, то когда мы будем клеить туда сетку, вот это будет еще боль, страдание плюс геморрой, адовый геморрой. Ну, она сильно мешает, очень сильно мешает. Это самое такое гадкое место получается тут. Вот сколько вот не делай, на любом потолке, в любом деле всегда будет вот такое вот какое-то место, самое сложное. Ну, ничего не поделать. Ладно, я пойду домой, завтра еще посмотрим при свете дня. В общем, да, как туда клеить сетку, ну, как бы, это же надо, чтобы без разрыва, там, чтобы угол обнять этой сеткой. Ну, я знаю, как это сделать, но это будет сложно. Из-за вот этой трубы. А как по-другому? А никак по-другому. Ладно, завтра посмотрим, как оно при свете дня будет выглядеть. Мне нравится, в принципе. Мне нравится, как оно получилось, как и должно было. А ну-ка посмотрим еще отсюда, на контрасте. Да, нормально. Есть параллельность почти. Ну, надо подшкурить еще что-то там. Ну, параллельность, да. А в этом углу... А вот тут не очень-то видно, темно. Ладно. Итак, вот это место при дневном свете. Вот так получилось. Она чуть-чуть толще получилась. Почему она? Валик получился чуть-чуть толще, но это уже наждачкой потом исправить можно. Вот так выглядит. И в целом мы закончили всю работу, штукатурную работу, я имею в виду. Закончили работу штукатуркой, и сейчас покомнатно покажу, что у нас получилось, ну, на данном этапе. Пойдем посмотрим, начнем с кухни. Так, кухня. Вот так. Вот, я стою в этом коридорчике, кухня как бы дальше, вот туда. Вот здесь добор был, добрали полочку, сделали. Она получилась чуть-чуть с прогибом вот здесь. Угу, вот так. Ну, хорошо получилось, вроде бы, так, как и должно было, наверное. Здесь угол. Здесь полки не было, Саша ее сделала. Здесь было гладко, кто помнит. Вот, теперь там есть полка снизу. Вот так. Угол вот этот, он так, видимо, был и сделан, поскольку, видите, он как бы морковкой идет, да? Но с этой стороны все нормально. То есть мы ничего не добавляли, ничего не срубали, то есть мы не рубили старое, ничего не добавляли. Но, видимо, он такими был изначально, вот такой морковный уголочек. Ну, наверное, сантиметра 3 разница, наверное. Вот здесь и вот там. Ну вот. Вот, это кухня. А угла здесь не было. Вот, угол сделали. И здесь вентиляционное отверстие туда, в ванную. Там будет решетка потом. Так, ванная комната, мерцает лампочка, но ничего такого. Тут вот так все сделано. Я уже показывал, по-моему, ее. Ну, на этом этапе вот так выглядит. Вот так. Четвертая комната от входа. Это то, где я заканчивал. Вот это место, труба. Вот здесь несовпадение. Видите, как не сошлись снизу полки. Вот здесь и вот здесь. Не совпало. То есть мы ничего не выводили, ничего не кривили. Как оно шло, так вот оно и пришло. Вот так оно пришло. Но здесь, помните, это место я вырубал просто там. Почему я вдвоем с Сашей вырубали, как бы там было наштукатурено ровно. Мы достали, собственно, карниз, но с собственником квартиры пришли к соглашению, что мы сделаем просто вот эту вот нижнюю полку, как бы по существующей штукатурке. То есть она такая полочка сверху сантиметра 3 получается. Вот так. Ну и здесь также. Здесь не будут трогать вот как бы штукатурку укосов, то так она останется. Соответственно, мы по ней как бы сделали вот так. Такой малой кровью как бы. Ну такое место. Ну, нормально. Вроде бы нормально получилось. Пойдем дальше. Вот здесь, где изымали большой такой пласт штукатурки. Вот такое получилось. Здесь ровно криво, да? Помните, я много раз об этом говорил. Довольно сложно делать, чтобы в плоскости это было плоским, но вместе с тем, чтобы привязать, скажем, карниз к розетке, они все вообще по-разному там стоят. Ну, вроде бы, на данный момент получилось вроде бы ничего так. Тут все совпало, низа совпали.
здесь совпало, здесь совпало. Вот так. Ну, вроде ничего, хорошо. Вот здесь привязка была только вот здесь, помните? Один сантиметрик там был, вот Саша сделал вот так вот здесь. Во. Нормально, хорошо. Вот так. Так, вторая комната от входа. Вот там вот эти вот желтые штуки. Вторая комната, где у нас большая розетка. Вот. Здесь будет печь. Вот так сделали. И здесь вот так. И здесь не совпало, тоже не совпало. Вот здесь. Угу, видите, насколько? Там разница в сантиметров 3-4, наверное. С этой стороны тоже есть разница, но меньше. Тоже не совпали. То есть, чтобы совпадать, надо было все срубить и как бы выкривлять как бы низ туда. Был смысл? Не было, я не вижу смысла. Также и здесь, чтобы совпасть вот там, внизу, надо было рубить как бы карниз и делать вот так его, вверх. Ну, это тупо. Мы аккуратно сведем там, и будет нормально. Ну, перфекционисты, конечно, страдают, слезы текут из глаз. Вот, ну, извините, не смотрите такие видео наши, вот с этими вот несовпадениями. Вот так. Трещина. Угу. Уже сразу же трещина, сразу она пошла на следующий день. Вот здесь, видите? И еще одна трещина у нас в этой комнате есть. Казалось бы, да. Вот, ну тут большой добор, вот тут тоже трещина. Здесь угла не было. Вот. Трещины, почему трещины? Поскольку там доски вот так. Вы видите, как доска стоит? Вот так. То есть там торец доски. Водичку торец взял, потом отдал, крутнулся куда-то, вот оно потрещало. Это не страшно, пара трещин на 80 квадратов, на 100 погонных метров карниза. Это не страшно. Потом разошьем их и обратно заделаем, и будет нормально все с ними. Ну, она даст усадочку, утруску, да, старый фонд. В общем, вот так сделано. Тут совпали с этой стороны, а вот здесь не совпали. Вот так оно. Ну, оно все просаживалось со временем, вот эти вот все штуки, тут же балки идут, деревянные вот так. Как-то оно там работало за своих там 110 лет. Вот. Саша тут ужом велась вот на печке. Печка здесь закрыта, ну, в целях, чтобы ее не побить, ничем не ударить. Розеточка наша, вот так. И вот здесь вот так. Угу. Ну, в общем, вот такое получилось. Ну что, давайте как-то резюмировать. Ушло у нас на эту работу, наверное, порядка 150 часов. Я так и думал, что где-то так и пойдет, думаю, до 150. И так оно где-то получилось. Нормально, нормально. Углы. Вот кто работает, да, кто имеет отношение вот к карнизам, к чему-то, прекрасно знает, да, что такое дополнительный угол. А кто не знает, я могу рассказать, что есть комната, в ней есть 4 угла. А вот бывает такая комната, в которой есть какие-то парочка хитрых пилястров, у которых у каждой по 6 углов, да, и это совершенно другие карнизы, совершенно другая работа, это усложнение, это реальное усложнение. У нас здесь получается 6 помещений, 24 угла, и еще, по-моему, 21 или 23 добавочных угла. Ну, как бы, это усложняет, конечно же, внешнее, внутреннее, туда-сюда. Сейчас, на данном этапе, это не так сложно. Ну, поскольку ты делаешь штукатуркой, а вот когда придется обрабатывать их сеткой, эти углы, там же надо кроить, обнимать, чтобы ничего нигде не торчало, чтобы не было разрыва сетки на углу, собственно, чтобы проармировать этот угол. Вот это будет геморрой, это будет сложно. Тогда эти углы нам дадут кое-чего, или кое-как, не знаю, дадут. Ну, в данный момент нормально, все хорошо. Что можно сказать? Мне лично понравилось, не понравилось то, что я сделал, то, что мы сделали. Понравилось. Нормально. Можно было бы, наверное, что-то там где-то лучше сделать, но в принципе сделано уже хорошо. И в последующем мы просто пошкурим, потом обработаем грунтом и будем работать уже шпаклевками, собственно. Ну, такой план, пока такой план. Подводить грани, еще выравнивать, армировать и так далее. В общем, пока пауза. Делаем паузу. Надо, чтобы это все высохло. Сохнуть оно будет где-то, я думаю, минимум месяц. Там толстые слоя такие. Долго будет сохнуть.
Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока.